Выделяю контрольную линию диагональным пробором. А на чем у тебя, кстати, этот основываться будет, этот твой диагональный пробор? Диагональный пробор, на Да. чем основываться? Да. Ну, то есть вот от центра уха мы спускаемся на сантиметр вниз, как он называется? Сосцевидная кость. Сосцевидную косточку вот сюда. Мгм. И вот отсюда мы уже отделяем диагональ. Ну, вот это мы сюда. Так, берем вот эту прядь, так как у нас длины не хватает, мы сделаем под 45 градусов. Вот То так. есть мы решили немножко развернуть, да, нашу линию. Потому что длины не хватает. Угу. Сделаем чуть объем у лица, да? Угу. Больше у нас здесь будет. Так. Ну, и стрижем. Вот опять же, смотри, у тебя здесь, видишь, линия идет. Значит, соответственно, это у тебя просто самая нижняя линия. Она Самая тебе не нижняя. нужна. Вот если ты натянешь, ты увидишь здесь треугольник свой. И вот ты Вот он. работаешь с этим треугольником. Видишь, у тебя этот не дотягивается. Вот у тебя треугольник. То есть я у тебя нижнюю пальцы. выпускаю ее. Ну вот же, смотри, видишь, мы с тобой треугольник простригли, вот он, да, он у нас, вот он у нас остается. Нижний не то, что выпускаешь, у нас же здесь плотность, вот это вот у тебя получается, когда ты тянешь, он не дотягивается, видишь, треугольник. Поэтому мы берем с тобой именно треугольник, с которым мы работаем, то есть нашу контрольную прядь, причеши его, у меня рука занята, вторая. Вот, и как бы мы когда встаем, да, вот здесь у тебя получится, ты увидишь вот треугольный, вот он треугольник, с которым ты работала, вот он конкретно, видишь, остальное выпало, вот он. И к нему мы с тобой все подтягиваем тогда. То есть ты, если хочешь 45 градусов, перенаправила себя под 45 градусов, вот перешла, и подтягиваешь. Тогда у тебя получается как бы более развернутая форма. Давай, держи. Видишь, треугольник, то, что низ у тебя не дотягивается, это вообще никого не волнует. Да? Натяжение только ты не опускай, ты же работала параллельно вот полу, это. да. Ну да, конечно. Вот, соответственно, ищи, где твоя линия. У тебя пальцы как стоят? У тебя линия по диагонали, пальцы стоят по диагонали. Вот так. Да, не забывай, пожалуйста, что мы не ищешь треугольник свой. У тебя, видишь, ушел треугольник. Вот он. Видишь твой треугольник? Развернут. Ты же стригла там, да. Так, то есть, Оля, вот так вот. Я беру и вот так я Вот он, у тебя треугольник, да. Также к нему теперь, да, можешь подровнять, я говорила, чтобы Чуть-чуть, плотность да? чуть-чуть убрать. Ну, Да, я так, вам говорила штучки эту вот фенечку, так вот. секретик. И теперь попрятно, только ты не забывай о том, что ты стоишь у меня вот сейчас, в данный момент 45, вот сюда иди, да? Сюда. Так, И что дальше? диагональными Диагональными проборчиками. проборами. И подтягиваю к этой контрольной пряди под углом 45 градусов. Вот опять также я ищу треугольник свой. То есть с рукой я разворачиваю. И вот этот кусочек я срезаю. Встаю под 45 Что ты там срезаешь? А вот этот вот кусочек. А, кусюнчик. Да. А то бы слышалось по-другому. Скажи мне, пожалуйста, вот это что у тебя такое за пробор за новый? Это я отделяла зону, когда простригала височную. То есть я просто ее заколола, чтобы она мне не мешала. Не то, что не мешалась, а правильно сделала. То есть у нас здесь длина будет короче, правильно? Да, Мы да. работаем, Но это как уже правило, другая на зона, одной линии. Хотя у нас вот эта вся встрижена была. Но мы работаем именно на зоне здесь, за ушком у нас контрольная, и к ней подтягиваем. Хорошо, здесь ты ее подстригла, а ты подтянула под 45 градусов. 45 градусов, да. Ага, а ты проверила у меня лево-право, все проверила? Право, да, я проверила натяжение, но теперь мне еще низ надо проверить. Теперь я еще задаем не просто делала, окантовку. окантовку. Скажи мне, что ты здесь делала? Так, я, значит, сводила височную зону и фронтально-теменную зону. За ухом, значит, я взяла контрольную прядь и и диагональными проборами я подтягивала под 45 градусов за ухом все пряди сюда. А ты прям брала вот здесь за касательно. ухом, а как ты вот эту сюда подтягивала? Нет, ну вот я отсюда взяла. Вот все-таки у тебя получается уже... Да, соединение вот этих зон. Да, я значит, у тебя... фронтальная теменная и височная. все, я не Девушка, услышала. не путайте. Так запутаете. То есть со шляпной зоны ты, короче, Да, брала да. эти зоны, сводила. Так, Да, и сводила покажи с одной, мне с другой линию, какая у стороны. тебя получилась. Так, ну, получилось. Вот она. Треугольная линия. Ты чуть-чуть получилась. наоборот ее мне потряси, чтобы я видела. Чуть-чуть вот так, раздвинь, да? чтобы я видела, какая линия Да, ну, получилась у пожалуйста, нас. как хотите.
Вот она Ага. отсюда, вот она идет вот сюда. Ну да, получилось. И так как у нас тянулась эта зоночка сюда, у нас даже в итоге получилась челочка, да? Вот скажите мне, смотрите, видите, пострижена у нас с вами практически корешечка, да? Ну да. Но совершенно другой техникой и даже с челочкой. Но вот в таком случае, да, вот в таком случае, когда мы с вами делаем, все-таки нужно тогда доработать еще вот эту линию лица. Но да, но мы с тобой уже тогда должны дорабатывать. Да, это. А что нужно, кстати, с ней сделать? Расскажи мне. Значит, я должна взять отсюда контрольную прядь. Не отсюда, а с наивысшей точки головы. С наивысшей точки головы. Так. Так, здесь взять по фронтальной теменной зоне, вычесать назад. И сделать... А что такое вычесать назад? Нет, ну вычесать вот так. Перпендикулярно, вот вверх, да. перпендикулярно голове, да, может не так ляпаю. Вот, и сделать круг, срез вот этот вот. Ну, можно брать. круглый, а можно просто сделать... Можно назад сделать вот так вот, как бы вот таким. Ну, удлинение, да. То есть ты должна, скорее да. всего, наверное, все волосы поднять Все, с теменной да. зоны. Потом всю фронтальную, вот эту часть теменной зоны, это я подтяну все к центру и сделаю срез, ну, можно одним срезом срезать. Задашь длину. Вот, а затем я как бы рекомендую сделать, так как у нее уже появилась челка, ее тоже надо красиво оформить. Мы делаем все вот в этой плоскости, простригаем линию, насколько хватает длины, только в плоскости. То есть вы должны создать плоскость вот здесь, перед лицом. Я очесываю таким образом. Сначала теменную зону мне, пожалуйста, сравняй, как ты хотела, да? Сделай красивую линию, чтобы распадалась, и потом перейдешь уже тогда к оформлению к лицу.